Котенок по имени Макс родился в теплой и уютной квартире ранней весной. Как только он открыл глазки, то сразу же увидел маму и братьев. Мама пахла вкусным молоком, а братики больно кусали за ухо. Макс любил маму больше всего на свете. Ему нравилось лежать по ночам, прижавшись к ней, и слушать стук маминого сердца. Днем он играл с братиками, а ночью спал в теплом домике на пушистом одеяле, обнимая маму. Еще в доме жили люди. Какая-то женщина иногда играла с Максом и другими котятами, но больше всего ей нравилась мама Макса. Она гладила ее дольше всего, и малыш никак не мог понять этой несправедливости. Когда Максу исполнилось 2 месяца, в дом пришли мужчина с мальчиком. «Вот этот серый, вроде симпатичный», — сказал мужчина и показал пальцем на Макса. Его положили в коробку и куда-то понесли. Сначала котенок подумал, что они просто пошли погулять, и улегся в углу коробки. Сейчас они прогуляются, а вечером он снова обнимет маму и уснет на своем любимом одеяле в домике. Но этого не произошло. Мужчина с мальчиком отнесли Макса в совершенно другой дом, где жила какая-то старушка. Несмотря на то, что старушка принялась гладить Макса и трепать за ухом, выглядела она не очень дружелюбно. Первые дни котенок очень скучал по дому. Он спал на диване, забившись между подушками, которые давали тепло так же, как и мама. Старушка поила его молоком и принесла бантик из бумаги на толстой нитке. Макс немного поиграл и опять залез на диван. «Нет», — сказала старушка строго на этот раз. «Животные спят на ковре. Там твое место». Котенок устроился на ковре и заснул. Ему снился старый дом и семья. Жить со старушкой было совсем не весело. В течение нескольких недель жизнь Макса кардинально изменилась. Старушка почему-то называла его Мурзик и все запрещала. От страха сделать что-то не так Макс боялся каждого шороха. «Глупый котенок», — говорила она с раздражением. «Проклятие на мою голову». Макс забился под кровать и решил, что больше ни за что на свете не выйдет оттуда. Но вскоре в дверь позвонили. «Здравствуйте», — поздоровалась хозяйка Макса с кем-то вежливо. «Вы сегодня с дочерью? Какое прелестное дитя!» Старушка принялась любезничать с гостями, а Максу стало совсем грустно. Несмотря на свое решение остаться под кроватью навсегда, любопытство взяло верх. «Какой сладкий котеночек, папа!» Девочка улыбнулась и протянула руки к Максу. Он почувствовал тепло и пошел на зов. Девочка взяла его на руки и стала гладить пушистую спинку, он такой милый. «Если хочешь, можешь забрать его себе», — предложила старушка и с надеждой посмотрела на отца малышки. «Хорошо», — кивнул тот одобрительно. Старушка с облегчением вздохнула, а Макс прижался к новой хозяйке. Его снова посадили в коробку и куда-то понесли. Новый дом оказался немного больше предыдущего. Но тут тоже не было мамы и братьев. Новая хозяйка нравилась Максу, но она тоже почти не играла с ним. «Саша, убери за своим котом!» — кричала из кухни мама. «И покорми его. Он опять дерет обои в прихожей!» — кричал следом папа. Макс боялся этих криков и забивался за шкаф. Там проходили трубы с горячей водой, и ему было тепло. Иногда он засыпал прямо там, и ему снова снились мама и его пушистое одеяло в домике. Так прошло 2 месяца. Макс немного подрос и окреп, но ситуация в доме не изменилась. Девочка почти не обращала внимания на него, а родители постоянно кричали. Однажды отец не выдержал и снова посадил Макса в коробку. «Интересно, кто будет моим следующим хозяином?» — подумал Макс. «Может, меня, наконец, отнесут домой к маме». Но следующего хозяина у Макса не было. Коробка с котенком опустилась на что-то твердое, и он услышал звук удаляющихся шагов. Макс сидел какое-то время без движения, прислушиваясь. Через полчаса он выполз из коробки и огляделся. Вокруг были лишь деревья и темнота.
Бедный котенок оказался в парке ночью, и он очень проголодался. Макс ничего не знал о жизни на улице без хозяина и поначалу растерялся. Он долго бродил по тропинкам между деревьев в поисках пищи, но потом уснул под лавочкой. Так Макс прожил еще 2 месяца. Он научился пить воду из лужи и доставать еду на помойке. Макс познакомился с собаками и другими котами, которые жили в парке и были не очень рады новым соседям. Макс часто голодал. Иногда ему удавалось поймать птичку, и тогда это был настоящий пир. Летом проблем с ночлегом у котенка не было, погода стояла просто отличная. Но скоро должна была наступить холодная осень, и Макс об этом совсем не догадывался. Осень настала очень неожиданно. Начались дожди. Максу приходилось прятаться под камнем у кафе по ночам. Продрогший от холода, малыш каждый день засыпал голодным. Ему уже не снилась мама, он почти забыл ее. Новая жизнь, полная приключений и опасностей, ждала его впереди. Так думал Макс. Но случилось все совсем по-другому. На следующее утро он проснулся от того, что кто-то взял его на руки. «Замерз, бедолага», — сказал ласково дедушка с шершавыми ладонями. Макс был слишком обессилен от голода и холода, чтобы сопротивляться. Дедушка взял его на руки и спрятал под куртку. Внутренняя подкладка куртки была на меху, и малыш почувствовал то, чего не чувствовал уже давно. Будто мама снова обняла его, и сразу стало теплее. Котенок понял, что его куда-то несут, но ему уже было все равно. Так хорошо, тепло и уютно было сидеть под пальто незнакомца. Дедушка принес котенка домой и накормил котлетой с молоком. «Не бойся, ты в безопасности», — сказал он снова ласковым голосом и улыбнулся. «Кажется, имя Макс тебе подойдет». Дедушка достал теплое пушистое одеяло, постелил его прямо на диване и разрешил Максу спать на нем. Макс лизнул его руку и впервые за долгое время заснул крепким сном. Ему снились вкусные котлеты и новый хозяин. Ведь теперь у Макса был самый настоящий дом, он это точно знал. Если вам понравилась история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные истории о спасении животных.